Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Июль 2025. Знаки судьбы. События на пороге и чего вы не видите. Давайте узнаем. Может быть и правда, есть какие-то дела, наметки у вас, и вы еще пока не знаете, как развернуться события, но что-то уже предполагаете. А может быть и какая-то прежняя история. Как будет развиваться, нам пока тоже непонятно. Ну и у нас июль характеризуется схождением планеты Уран, знака зодиака Близнецы. Это всегда какие-то метаморфозы, неожиданности. Ну, давайте немножко просчитаем, попытаемся. Рассмотрим вот такой альтернативный вариант на пару шагов вперед. У нас сегодня две колоды. И первая — это цыганский оракул Сибила. И колода хоть перепечатывалась, но не менялись ни изображения, ни значения карт, и мы их переложим на нашу современность. И вторая колода — 78 дверей. Мы тоже зададим вопросы и узнаем, какие двери открыты, закрыты. А может, мы и сами туда не пойдем, больно надо, правда, иногда и так бывает. Итак, чего же вы не видите? Так, смотрите, какой-то приятный разговор, какое-то общение или общность людей, коллектив, будем говорить, приятные диалоги. Нам ничего не говорит эта карта, какой это будет разговор. Но если через изображение, то нам приятно проводить такую беседу. Есть общий интерес или какой-то, ну, может быть, информационный, как поток или событие, то, что имеет для вас значение. Сам по себе разговор, может быть, много будет информации на начало июля. Итак, зададим вопросы и достанем три карты, как знаки судьбы. Первый и основной, чего вы не видите, чего это касается, с чем это связано. События на пороге, как знаки судьбы. И третий знак судьбы — события с первых дней месяца. Или какая-то сфера вашей жизни, которая потребует больше внимания, возможно, и так. А может быть, и внимание у вас не получится этому уделить, но вы об этом будете думать, переосмыслять, что-то анализировать, и это я тоже допускаю. И, соответственно, раз уж у нас с вами цыганские карты оракула, то продолжим в том же ключе наши вопросы. Что придет? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? А на что соглашаться, что вам будет помогать? И чего опасаться? Может быть, и неожиданностей, но внимательному быть точно стоит. Итак, чего же вы не видите? Опа, да тут интересно. Сюрприз, богатый улов, буквально. Как будто мешок с деньгами, сумку. Выловил рыбак, он, конечно, ничего подобного не ожидал, хотя мы вообще-то и не знаем. Он тоже не очень на рыбака похож, будем говорить. Но хотя рыбалка бывает разной, не мне судить. Но, тем не менее, карта называется «Сюрприз». Может быть, художник опускает детали, говорит вам, мои дорогие стрельцы, о том, что деньги приходят. Но кто знает, с любыми сюрпризами нужно подумать, как распределить, может быть, этот сюрприз, или что с ним, в принципе, делать. Но то, что это, к примеру, как в виде помощи кого-то, или когда деньги, которые вы уже, ну, не рассчитывали, даже что вот они придут. К примеру, это мы говорим в моих, по крайней мере, видео только о тех деньгах, которые мы заработали сами. И разные виды дохода тут, конечно, я допускаю, но тем не менее, может быть, это и гонорар, который задержался именно потому, что некоторые системы банковские не срабатывали или не были подписаны какие-то бумаги. Но это на самом деле ваш доход, это ваш достаток. И вот где-то там он загулял. И вы уже, может быть, долгое время ждали где-то и разуверились, что возможно эти деньги получить или вернуть. Но, по крайней мере, вот если это заработанное, то, мои дорогие стрельцы, это точно к вам вернется. Или, в принципе, есть что посчитать, будем говорить, и тема денег для вас актуальна. Может быть, я такое вполне могу допустить. Это не буквально в начале июля, а это уже произошло, потому что это первая карта. Карта может свидетельствовать о том, что на данный период времени деньги как будто есть. Или есть ваши ресурсы. Тут ведь мы все разные, согласитесь. Хоть и объединяет один знак зодиака, мы все разные. И поэтому эквивалент денег мы можем
как раз рассматривать ваше время свободное, вашу экспертность в какой-то области, в вашей профессии, узкой специализации, что-то вы умеете делать хорошо и лучше всех, и как вот вы эти ресурсы свои собственные правильно распределите, то тогда какой-то может быть прогресс. Но может быть и вот это ожидание. Нам очень красноречиво карта бесплодное ожидание показывает, потому что девушка прикована цепью, да еще с завязанными глазами, к какому-то предмету, который рамку напоминает. Непонятно почему, непонятно зачем, есть какая-то нелепость в этом во всем, и она сидит словно на краешке одной из сторон Луны. Рядом облака. Облака подсвечены, ну, таким золотистым светом, вроде бы солнышко где-то, мы можем предполагать, правда? Вот такой отблеск имеет характерный. Но как такового солнца-то нам не показали, а показали именно облака. То есть, в принципе, солнце где-то рядом, а вот мы находимся словно в какой-то либо ерунде, либо в каких-то навязчивых мыслях, или в каком-то пустом ожидании. Это то, что мы спросили, события на пороге. Тут, видимо, знаете, вы можете просто ждать, а кто-то может ждать. Вот, кстати, пусть это не для всех, но кому-то важно услышать. Ждете подходящего момента или его величество случай, что вот мне словно удача, вот как этот улов богатый, сюрприз, вдруг мне улыбнется. А карта нам вторая как раз говорит, нет, тут время, скорее всего, действовать. Иначе ты себя словно, ну, глубже и глубже опускаешься вот в эту энергию ожиданий. А тут что-то будет все равно зависеть от ваших действий. Будем говорить, что получить этот улов, почему вот я говорю деньги заработанные. Нам ведь тут тоже человека показывают, который что-то делает. Действия какие-то, ну, не сами эти появились, из ниоткуда материализовались или телепортировались эти деньги. Поэтому вот продумайте этот тонкий нюанс. Это на начало июля. События с первых дней месяца. Вот смотрите, возлюбленная. Красивая карта. И это кто-то вас любит. Или имеет к вам интерес. Ну, правда. Это вы, как возлюбленная. И карта нам не говорит, что вы откликаетесь как взамен этому человеку, или в ответ точнее. Карта не говорит о том, что вы сами, ну, так пылаете любовью. Может быть, это по части конкретной персоны. Но к вам-то интерес есть. Девушка получает письмо. И мы не знаем, может, у нее этих писем 50 штук еще рядом лежат. Просто художник поленился рисовать. И, кстати, сам ее образ, он достаточно такой спокойный, умиротворенный. Написал, ну, почитаю. Вот как-то так. Почитаю, подумаю. Мне приятно. Где-то карта вам говорит о том, что принимайте просто знаки внимания. Это не говорит о том, что вы обязательно должны откликнуться, опять же, человеку, правда? Здесь нужно что-то хорошо подумать. И, может быть, какая-то денежная тема, может быть, даже вы бы хотели во что-то, к примеру, инвестировать. И вы начали искать какие-то разные варианты, а иногда даже если вы ищете в интернет, допустим, через смартфон, то вам мигом в качестве рекламы, поскольку вы этот поиск осуществляете в браузере, и система очень быстро откликается и дает вам сразу, ну, на гора как минимум 10 каких-то предложений, и помним, там могут быть фейки. Там может быть фишинг, там может быть все что угодно. Поэтому карта все же, она говорит не о бесплодном ожидании. Но есть какая-то тема, пока не продумал, не говори как будто, да, пока не перепрыгнул, не говори, что ты уже что-то прошел, или как ты уже поймал какую-то жар-птицу за хвост, или получил вот этот самый какой-то эквивалент, но словно пространство для вас вот так трансформирует, словно эфир. У вас есть явно какая-то возможность, мои дорогие стрельцы, но вот как к этому поступиться, вот что скрыто, вы именно можете не видеть какую-то возможность. Здесь не все так наяву, поскольку вот эта карта, опять же, возлюбленная, а предыдущее ожидание. То есть это может ожидание и продолжиться, и мы ничего не предпримем. Но одновременно мы должны понимать, куда мы идем, чем мы занимаемся, и какой эквивалент от приложенных усилий мы ожидаем. Но, видимо, соединить одно и второе,
и в конечном итоге какую-то траекторию себе прочертить, вот на это как раз и нужно подумать. С одной стороны, нужно идти туда, если мы так в целом. К примеру, вы ищете работу, и вы отправили резюме, возможно, у вас уже было несколько собеседований, вы встретились с разного рода людьми, так вот, отправляясь на такие собеседования, максимально конкретизируйте, какой оклад, какой график работы, что вас там ждет, какие перспективы. Ну вот замечтаться, ну нельзя ни разу на начало июля, мои дорогие. Потому что если вы сами на поверхность словно не вынесете какой-то вопрос или проблему, она не решится. Вам нужно самому, причем осторожно, аккуратно действовать и, может быть, искать информацию. Такое тоже могу допустить. Ладно, давайте посмотрим, что же придет. А вот может быть по рыцарю кубков какая-то история с человеком, которого вы знаете не так давно. По рыцарю кубков что придет? Хорошее настроение, приятные эмоции, вдохновение. Когда, ну, какой-то душевный подъем, это точно. Но пока рано, наверное, стоит строить какие-то планы на далекий период, потому что нам показан рыцарь. И если мы сказали, в этой колоде важное значение имеют двери. Открытые, закрытые. Вот у нас вход в грот, и он уже просматривается даже сквозь карту. Но чтобы туда попасть, нам нужно через холодный душ. И вот, наверное, вот этот холодный леденящий водопад, это и есть какая-то реальность, которую вам нужно как будто себя приготовить к ней. Или, может быть, то, чем вы сейчас заняты, мои дорогие. Я тут вижу все равно сферу достижений, занятости, откуда приходят деньги, какое-то общение, которое может появиться на основе вот подобных интересов. Или я допускаю, что это и к вам тоже есть какой-то интерес. Но, знаете, себя беречь все-таки нам об этом говорит карта. Потому что, знаете, тут может быть и такой, к примеру, момент, когда мы наденем на себя розовые очки и вот начнем ожидать. Нам же что-то пообещали, а здесь нам ни одна карта не говорит о том, что мы до бесконечности что-то ждем. Наоборот, тут все ожидание должно быть рационально сведено к тому, что а есть ли смысл вообще терять время? И, может быть, даже для себя обозначить дистанцию, так сколько вы готовы ожидать, если это какой-то вопрос более конкретный. Я понимаю, что у кого-то может быть связано с документами, и сколько ты тут себя не тормоши, впереди поезда не побежишь. Но тогда это регламент, вы, по крайней мере, уже понимаете, какое количество дней вам нужно подождать конкретный документ или какую-то важную бумагу. Это тоже может быть для вас своеобразным холодным душем, если вы, к примеру, планируете куда-то поездку или переезд. И вот если переезд далеко, тут может быть это ожидание, но это не бесплодное ожидание. Нам же автор показал этой колоды, что непонятный предмет как будто приковывает нашу девушку. То есть непонятно зачем, непонятно что. Вот такого непонятно, наверное, не должно быть в вашей жизни. Но это то, что в самом начале месяца происходит. Вы можете чувствовать что-то подобное. Но было бы неправильно в попыхах на что-то или согласиться. Вот согласиться это точно, потому что у вас могут быть такие добрые энергии, что вам кто-то льстит, например, или какое-то приятное общение вам хочется продолжать. Ну и продолжайте. Пусть это история любви. Продолжайте, мои дорогие стрельцы. Это прекрасно. Но просто понимать, что вот этот момент, он именно этот момент. И пока еще грандиозные замыслы, но не совсем время строить. А что уйдет? Но уже благо то, что уходит какой-то выбор или какая-то разрозненность, или, знаете, такая спорная ситуация. И если это по отношениям, то какой-то тройственный союз или когда третий лишний. Может быть, это вы сами не будете участвовать, да, если есть такие отношения. Или ситуацию, кстати, если вы этим занимались прежде уже, это не новость, то я могу сказать, что кто-то из вас может подвести их к общему знаменателю, и теперь вот эта шаткая ситуация у вас тоже закончится. Вам придется с чем-то определяться. Это факт. Это как основа всего. Что же будет продолжаться? Поэтому завершается какая-то путаница выбора, по сути дела. Я могу допустить старший аркан влюбленная. Может быть, это вы ждали какого-то человека, тут вы понимаете, нет смысла.
а будет продолжаться, вот смотрите, богатый уютный дом, девятка пентаклей. И это тоже, кстати, денежная карта. И вот представьте себя в роли вот этой прекрасной девы в лиловом платье. И неважно, кто меня смотрит, мы говорим об аллегории карт. И вот эта дева прекрасная открывает сама двери в свой уютный дом, причем нам показан дом богатый, явно нет финансовых проблем, то есть поэтому и карта говорит где-то о деньгах, одновременно карта говорит девятка. По девятке это у нас всегда число по нумерологии перемен, вибрирующее число само по себе. И согласитесь, даже если мы о числах, мы как будто можем тут сами где-то изменить ситуацию. С одной стороны, если 9 перевернуть, мы получаем 6. А 6 это как знак или число победителя, или вершина наших действий, когда мы результат, по сути дела, получаем. Но это следом идет и 10, да, будем говорить, или единица и 0. Поэтому это завершение и начало. Здесь сами по себе какие-то последуют перемены, и это мы спросили, что будет продолжаться. Поэтому карта говорит конкретно: стрелец дорогой, только ты определяешь, кому ты двери откроешь, а кому ты двери закроешь. Но, видимо, требует ваше окружение определенной фильтрации, чтобы не было потом разочарований. Как будто вы не просто в свою жизнь, в свой дом впускаете, а вообще, ну, может быть, и не стоит, к примеру, кому-то доверяться. Я имею в виду в первую очередь тем людям, которые вы плохо знаете. И не отказываться, пока нет. Ну, может быть, и буквально не везти домой. Вот, кстати, пусть все идет своим чередом. Есть какая-то сфера вашей жизни, и у кого-то это личная история, когда, да, выйти вот из этого пустого ожидания нужно, завершить это одиночество до 1000% за. Но сказать, что мы вот только вдохновившись уже верим, то нет. Нам все карты говорят: вдохновись моментом, а дальше будет видно. Дальше ты сам будешь решать, откроешь ты эти двери или закроешь. Но, видимо, если какая-то денежная тема, она у нас стоит, очень актуальна, или чего ты не видишь, не пытайтесь, вот я вижу такую подсказку, мои дорогие, не пытайтесь, например, малознакомым людям, даже если вам человек очень нравится, делать какой-то дорогой подарок. Или сразу же дать прочувствовать собеседнику, что вы ресурсны. Так с ресурсными людьми у нас все хотят дружить, согласитесь. Здесь нужно как-то очень хитро подходить. И я бы сказала, чтобы самого себя, пожалев, снова не перевести к какому-то ненужному ожиданию или каким-то разочарованием. Ведь тут явно какие-то разочарования. Надежда-то она, да, теплится. Но мне очень нравятся слова Анны Ахматовой. Она сказала: вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. Вот такая емкая карта. Переложите, насколько это у кого откликается в вашей жизни. Поэтому это правда. Кому двери открыть, а у кого может быть красиво, так элегантно, но закрыть, даже если перед носом. Ладно, чем не соблазняться. Интересный расклад. Ну вот вторит, наверное, двойка кубков. Да, обмен подарками, кстати, идет. В этом есть смысл. Но двойка кубков – это у нас еще карта любви, карта искренних отношений. Где-то об этом нам говорит карта, и одновременно о верности, что какие-то отношения, правда, потом могут стать верными. Это не говорит, что в общем прогнозе как гарантия для всех. Вообще в прогнозах гарантии нет. Это не страховая ваша компания. Хочется всегда, я порой так пишу, у меня не совпало. Конечно, не совпало. Чего бы ему совпасть? Общий прогноз с позиции позитивной психологии. Но каждая карта имеет много значений. По возможности стараюсь озвучивать основные позиции, как и минус, так и плюс. И вот как раз у нас шикарная карта в позиции минус. Чем не соблазняться? Казалось бы, любовь, взаимодействие. Но карта предупреждает: будь все же осторожен. С одной стороны, все то, что мы сказали по девятке предыдущей карте, да, и это будет продолжено. Я говорила, не торопитесь где-то все свои ресурсы показывать или всем своим видом давать собеседнику понять, что вы ресурсны. Не надо этого делать. Будьте сами собой.
остальные роли заняты, да, как известная фраза. Но вот на этой карте нам как будто карта даже подсказывает. Ворота приоткрыты или врата, если принципиальное значение имеют двери. Есть, как и можно вроде как выйти и пойти в будущее, но двое нам показаны именно вот в этих воротах. Они еще пока не идут. Идет обмен, посмотрите. Вот для вас, понимаете, прежде чем вы убедитесь во взаимообмене. Может быть, это энергообмен какой-то взаимный. Прежде чем вы убедитесь, мои дорогие стрельцы, что человек действительно откликается в ваш адрес искренне, не стоит себя демонстрировать даже во всей красе. Это не значит, что мы кого-то отталкиваем. Нет, мы просто продолжаем общаться, радоваться жизни, но не строим грандиозных замыслов. Вот только когда один другому даст этот подарок, вот тогда уже можно задуматься о чем-то другом. А так ведь можно буквально ломиться в эти врата, да, словно в будущее, настроить кучу планов. Но двойка кубков, несмотря на то, что очень добрая карта, она нам пока еще не говорит, именно тем более в этой позиции, что ты все увидишь, ты все знаешь. Нет. Значит, будьте где-то аккуратны. Но она дает подсказку, что тебе в этот период, дорогой стрелец, демонстрирует великодушие или готовность тебя слышать. Вы кому-то интересны. Это 100%. Опять же, помним, что интерес сегодня есть, а завтра он куда-то исчез. Или у оппонента интерес поменялся на другой объект. Понимаете? Поэтому где-то вам немножко карты говорят: береги себя. На что соглашаться? На закон. Вот, к примеру, обещают золотые горы, и неважно, чего это касается. Я условно говорю, пусть у кого-то это работа, переговоры в компаниях или с конкретным руководителем, или с какими-то людьми, которые вам что-то предлагают, или есть взаимный интерес, взаимное дело. Пусть это даже где-то в личных отношениях. Вот сразу все переговоры переложить в позицию законности и бумаги. Если человек готов прописать то, что он вам обещает, на бумаге, то есть сделать что-то не на словах, а конкретно, и притом по закону, то вас это бережет и сохраняет. Кроме этого, безусловно, аркан император, он может говорить, на что соглашаться, на какие-то, если по работе, не фирмы, допустим, или агентства однодневные, а находить информацию и насколько этой структуре можно доверять. Или обращаться к людям либо проверенным, либо те, которые долго работают, занимают какой-то пост, или имеют, пусть это даже не про пост, и не про чиновников, и не про компании, а это вы сами ищете выход из какой-то своей ситуации, и вам нужно конкретное лицо, которое обладает как и знаниями, так и либо рычагами влияния, либо просто богатым опытом, когда знает, как выйти или решить тот или иной вопрос. И чем выше, например, статус, чем больше опыт у человека, вот на это как будто нужно соглашаться. Где-то нужно быть самому более сговорчивому, по крайней мере, это транслировать. Если вы с чем-то не согласны, тогда нейтралитет. Не вашим, не нашим. Вот так вот в этих воротах. Взять, допустим, время подумать, сказать, что ну хорошо, если вам что-то предлагают, а вы чувствуете, нет, какая-то почва зыбка непонятная, тогда вы всегда можете сказать: я могу подумать, допустим, до завтра. И пока у вас там есть какое-то время для маневра, вы как бы не заявляете «нет», вы не отказываетесь, но пока не говорите «да», пока не дособираете необходимую информацию или конкретно не узнаете, как в отношении вас работает закон, если вы, к примеру, уже собираетесь что-то тут для себя создать или, может быть, и переехать куда-то. Все то, что по закону, словом, оно и должно продолжаться. Все то, что в контексте согласований, может быть, с высокими инстанциями, или когда нет подвоха, или пусть это даже у кого-то вопросы с банками, да, у нас все-таки деньги выпадали. Тогда нужно и договор этот просчитать. Вы хотите, может быть, взять кредит, тогда нужно понимать хорошо, как вы будете брать этот или кредит, или как вы будете отдавать, или если вам кто-то предлагает, может быть,
в обмен на какие-то бонусы иные пойти поручителем, может быть, кому-то. Так вот тут дважды, трижды. Вот есть что-то, то, что согласуется и с законом, и с какими-то положениями, постулатами, нормами, правилами, регулировками, ну вот с чем угодно, мои дорогие стрельцы, и одновременно с вашим статусом. Тут ведь с другой стороны на что соглашаться, ведь кому-то могут предложить и должность. Но мы и сами не сидим, не ждем, правда? Тут, значит, нужно держать руку на пульсе и понимать, что вокруг происходит, какие вакансии освобождаются, если это по вашему месту службы, или искать эту, в принципе, информацию. Вам кто-то откликается, но прежде чем вы соглашаетесь, это все нужно профильтровать и узнать, какие у вас тогда будут обязанности, ну, к примеру, да? Или если это чего-то другого касается, как вы будете отвечать по закону. Вот и такой момент тоже. Чего опасаться? Но вот неопределенности. Вот эта карта рыцарь жезлов, прекрасная карта, мне она нравится. Будь готов к неожиданностям. Вот так. Как Богдан карта уже говорит, неожиданности возможны. Может быть, это и не в этот период. Мы смотрим начало июля, ну пусть до середины июля. Но как потом будут развиваться события по аркану император, мы вот только с вами об этом говорили. Поэтому, мои дорогие стрельцы, вам нужно что-то предвидеть на пару шагов вперед. Или перед тем, как с чем-то или с кем-то согласиться, задать себе вопрос. Первый. А зачем это человеку надо? Какие бонусы он получает? То есть выгода какая? Вот есть здесь какая-то выгода, вот это точно. Может быть, это пока первые еще этапы даже отношений в плане личной жизни, но пока тут еще тоже не расслабишься, значит, нужно что-то просчитывать. А уж тем более, если это касается подписания важных документов. Так вот, готовым к неожиданностям, зачем человеку нужно это? И второе, что я буду делать, если что-то пошло не так? И вот нет вот этих вот уже радужных очков или нет того где-то эмоционального подъема, когда тут горы готов свернуть. Ничего нет. Вот есть какая-то, вот как в этой карте, неопределенность, да, и очень много какой-то информации. Нам буквально как рыцарь, словно возле врат храма или замка расположен. И открываются врата, оттуда вылетают птицы. Птицы – это как информационный поток, причем разношерстная информация. Вот к вам она будет приходить совершенно разная. Где-то правда, где-то фейк, где-то искренность, а где-то и ложь. Будут и те, которым можно и нужно доверять, но пока вы их вычислите, вы можете, может быть, много раз натолкнуться на тех людей, которые совсем не искренни, и с которыми нужно быть максимально настороже. Вот чего вы можете не видеть. Такой был наш расклад, мои дорогие, любимые стрельцы. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.